Мирный договор сорван, Россия ставит новые неожиданные условия, а спецпосланники Трампа уехали ни с чем? Новый военный блок, долгожданный союз. Осталось одно условие, которое нужно преодолеть, но оно самое сложное. Европа может стать единой, но кто стоит у нее на пути? Расскажем все детали. Мошенники становятся все изобретательнее. Как знать, может, это видео может спасти именно тебя. Досмотри до конца, чтобы не попасться. Об этих и других самых главных событиях вечера пятницы 23 января. Все, что имеет смысл, то, что действительно важно и интересно, в эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Начинаем. Сделка уже на столе. Дональд Трамп заявил, что Украина готова заключить соглашение, а у него была очень хорошая встреча с Владимиром Зеленским. По словам Трампа, параметры уже известны и обсуждаются 6-7 месяцев, а Зеленский якобы прямо сказал, что хочет договориться. У меня была хорошая встреча, но знаете, у меня было уже множество хороших встреч с президентом Зеленским, и все равно ничего не происходит. Знаете, забавно, я остановил 35-летнюю войну за один день, 32-летнюю за 2 дня, и другие войны, самое сложное, заняла что-то вроде 4 дней, а это тянется и тянется бесконечно, и вообще-то те войны могли бы быть даже более сложными. Трамп также поприветствовал запланированную трехстороннюю встречу в Абу-Даби и заявил, любые переговоры – это хорошо, потому что если не встречаться, ничего не случится. Это была цитата. И добавил самое громкое, по его мнению, на уступки ради урегулирования пойдут все, включая Владимира Путина. А стороны тем временем оглашают списки переговорщиков. Везде есть неожиданные новшества. Посмотрим, к чему такие они приведут. Ночью в Кремле состоялась встреча, которая должна была стать прорывной, но, как и все договоренности с российским диктатором, может просто утонуть. После встречи с американской делегацией в Кремле заявили, пока урегулирования нет, Россия будет добиваться своих целей в Украине военным путем. Джаред Кушнер и Стив Уитков в Москве передали Путину все, что было необходимо для того, чтобы Россия сделала следующий шаг. Переговоры, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, длились около 4 часов и прошли предельно откровенно, но ключевой вывод жесткий. Без решения территориального вопроса долгосрочного мира, цитата, ждать не стоит. Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит. Но, похоже, требования Кремля таки уменьшаются. Если они внесли в Конституцию 4 области, то сейчас аппетиты немного умерили. Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Судьба нового объединения, того, о котором говорят уже много лет и которым грезят европейские лидеры, скорее всего, решена. Просто нужно называть вещи своими именами. Армии Объединенной Европы не будет. Президент Украины четко говорит, почему. Основой для объединенных сил Европы могла бы быть украинская армия. Для этого нужно сделать несколько шагов, на которые у нас сегодня нет времени. Как только закончится война, безусловно, мы бы присоединились к этой структуре. Что могла бы сделать Европа? То, что мы всегда говорили, сейчас подготовить всю финансовую базу. Украинская армия действительно самая большая и самая опытная в Европе, с реальным боевым опытом, и могла бы стать основой объединенных сил континента. Но, по словам украинского президента, война не оставляет люфта. Из столицы снова призывают уезжать. Мэр города уже говорит то, что обычно звучит только в плохих сценариях. Виталий Кличко заявил, ситуация крайне сложная, и это может быть еще не самый тяжелый момент. Он призвал киевлян, у кого есть возможность заранее рассмотреть выезд за пределы столицы, туда, где есть альтернативное тепло и питание, потому что враг, по его словам, с большой вероятностью продолжит бить по критической инфраструктуре. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. К
Кто еще имеет варианты уехать за город, не отбрасывайте их. А к работодателям организовать гибкие графики работы и по возможности перевести работников на дистанционную работу. В каждом районе города первое звено реагирования, оперативно собирающее информацию, организующее работу на месте в координации с городским штабом, это районная госадминистрация. Власти готовят пункты обогрева в каждом районе с местами для ночлега, мобильными котельными, едой и гигиеной. После ударов в ночь на 22 января в Киеве начали поэтапно возвращать тепло более чем в 3000 домов, но стабилизацию обещают в течение 2 суток. И то, если новых ударов не будет. Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, город в ближайшее время перейдет от экстренных отключений электричества к жестким, но прогнозируемым графикам. Россияне получают шоу. Кроме того, бесплатное уличное освещение. Правда, подходить к нему опасно. Нефтебаза в Пензе загорелась после ночной атаки беспилотников. Губернатор Олег Мельниченко заявил, ПВО поразило 4 беспилотника, но обломки одного упали прямо на территорию нефтебазы. И началось возгорание. По его словам, погибших и пострадавших нет. На тушении работало 46 пожарных и 14 единиц техники. Ну а дальше привычная арифметика Минобороны РФ. За ночь перехватили и уничтожили 12 беспилотников, 7 над Белгородской областью, 2 над Воронежской и 1 над Брянской, Пензенской и Астраханской. При этом ведомство традиционно не говорит, сколько дронов было всего и сколько долетело до цели. Трамп потерял еще одного союзника. Идея Совета мира постепенно проваливается. Даже со стороны бескомпромиссных, казалось бы, сторонников президента США. Министр финансов и экономики Польши Анджей Доманский жестко отрезал $1 миллиард из польского бюджета на членство в Совете мира, созданном по инициативе Дональда Трампа, не будет. Он напомнил, любое международное соглашение сначала должно быть одобрено Советом министров. И такого решения сейчас, цитата, несомненно, нет. Учитывая растущие социальные и экономические потребности, трата $1 миллиарда на членство в Международном совете не имеет оправдания. Есть более важные задачи, которые нужно финансировать, чем участие в этом совете. А если совсем прямо, $1 миллиарда в бюджете на это, безусловно, нет, Доманский добавил. Польша должна отвечать за свои траты, потому что вызовов и так хватает. Грандиозный обман по-русски, льготная ипотека, а на выходе фундамент и руины. В нескольких регионах России стройфирма оставила семьи, в том числе жен участников войны, с полуразрушенными недостроями и долгами перед банком. В оккупированном Крыму женщины говорят, деньги застройщику перевели, а за год вырос только фундамент и долг. В другом случае успели поднять стены, но экспертиза показала, что недострой уже аварийный. Самое жесткое, сроки срываются и льготная ставка может автоматически вырасти. Тогда выплаты станут неподъемными, а дома так и не появятся. По данным пострадавших, в 2 регионах обмануты 290 человек, из них 25 – семьи военных. Ущерб оценивают в 500 миллионов рублей, возбуждены дела о мошенничестве в особо крупном размере. 2 в СИЗО, 3 в Армении, объявлен международный розыск. В Ростовской области фонд поддержки военных пообещал покрыть ипотеку, а семьи из оккупированного Крыма требуют такой же помощи. Инвестируешь в США – получаешь бонус. Строишь в Китае – получаешь наказание. Вице-президент США Джей Ди Венс прямо описал новый подход Вашингтона к бизнесу – поощрять компании, которые вкладываются дома, и бить по тем, кто уводит деньги и заводы в коммунистический Китай и другие страны. Он повторял эту формулу еще в 2025-м на заводах в Мичигане и Огайо, а в Кантоне привязал ее к налоговым стимулам Трампа для производства внутри США. Мы собираемся поощрять компании за инвестиции в Соединенные Штаты Америки и наказывать компании за попытки инвестировать в коммунистический Китай и в страны по всему миру. Мы сказали, что сделаем это, и мы сделали. И благодаря этому мы начинаем видеть выгоду для американских работников каждый день. И это уже не просто риторика, а США реально закручивает гайки исходящим инвестициям в чувствительные сферы КНР. После принятия соответствующего закона в 2023 году Минфин в ноябре 24-го опубликовал финальные правила, которые вступили в силу уже 2 января прошлого года. Смысл простой и жесткий: критические цепочки обратно в Америку, а капитал в китайские технологии, под контроль, отчетность и в ряде случаев под запреты.
Появился впервые после происшествия. Первое видео в аккаунте Адама Кадырова. Но есть нюанс, оно снято до аварии. В Инстаграм Адама Кадырова появилось видео, где он сидит за столом в ковбойской шляпе. Ролик выложили в сторис вечером в четверг, а к утру пятницы он уже исчез. И датируется оно 9 января. Это турнир ACA 198 в Грозном. Вы выросли среди актеров и хорошо обучились их ремеслу. На звук наложили монолог Эдварда Старка из «Игры престолов» про честь и смерть, а на фоне песня Тимура Муцураева «Они ушли», которая признана в России экстремистской. Контекст нервный. После сообщений о ДТП в Грозном говорили о летающем госпитале МЧС, вылете самолета Кадырова, а источники утверждают, что Кадыров-младший уже идет на поправку. Но к чему этот обман? Одна страна может исчезнуть с карты Европы, просто войти в состав другой. Но речь не идет о войне, боевых действиях или революции. Президент Румынии Нику Ордан заявил, сценарий объединения с Молдовой, вхождение ее в состав Румынии возможен только тогда, когда большинство жителей Молдовы этого захочет. И добавил прямо, сейчас мы к этому не готовы. Вы понимаете, речь идет не о простом вопросе, речь идет о документе, который вовлекает румынское государство в международный вопрос. Необходимо провести анализ соотношения прав и обязательств, а также последствий, содержащихся в этом документе, во взаимосвязи со всеми другими документами, участником которых является Румыния. Вот и все. На этом фоне Майя Санду, президент Молдовы, ранее говорила, что на гипотетическом референдуме об объединении проголосовала бы «за». Но реальность пока другая. Августовский опрос показывает, что абсолютное большинство жителей Молдовы против объединения, и лишь примерно треть поддерживает эту идею. А в прошлом выпуске мы рассказывали о резких заявлениях президента, о мгновенной реакции в открытом море. Корабли НАТО там задержали российское судно, о провале российской авиации и, наконец, о резкой смене тактики на фронте. По Украине бьет ракета «Зомби», о которой говорят как о новом жутком инструменте давления. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами увидимся уже утром.